Друзья мои, всем привет! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Сегодня в нашем меню очередной десерт для большой компании. Будем готовить очень нежный, мягкий шоколадный бисквит с кофейным заварным кремом и взбитыми сливками. Для начала приготовим тесто для шоколадного бисквита. В чашу выбиваем 3 целых яйца и еще белки от 2 яиц, а желтки чуть позже используем для крема. Отправляем яйца в чашу миксера, добавляем щепотку соли и 200 граммов сахара. Включаем миксер сначала на средних оборотах, а затем на максимальных и взбиваем до образования светлой пышной массы. Вливаем в чашу стакан молока и стакан растительного масла. У меня стакан объемом 200 мл. Включаем прибор на малую скорость и пока масса перемешивается, подготовим сухую смесь. В отдельную миску всыпаем через сито все сухие ингредиенты. 2 стакана муки, это 240 граммов, 10 граммов разрыхлителя, 40 граммов какао-порошка, это 3 столовые ложки с верхом, и ванилин или ванильный сахар. Все тщательно просеиваем и хорошо перемешиваем до однородной смеси. Частями добавляем сухую смесь во взбитую массу и аккуратно, но быстро вымешиваем шоколадное тесто с помощью лопатки. Выпекать бисквит и готовить десерт буду в стеклянной форме размером 25 на 35 сантиметров. Высота этой формы 5,5 сантиметров. Очень обильно смазываем форму мягким сливочным маслом и сразу же выливаем тесто. Равномерно его распределяем. И поскольку в нем есть разрыхлитель, немедленно отправляем форму в уже разогретую до 170 градусов духовку. Выпекаем на режиме вверх плюс низ без конвекции в течение 25 минут. Готовность коржа, как обычно, проверяем деревянной шпажкой. И на ощупь корж получается плотный и слегка пружинит. А пока бисквит остывает, приготовим заварной кофейный крем. В небольшую кастрюлю, где будем его варить, всыпаем 200 граммов сахара, 2 столовые ложки растворимого кофе, ванилин или ванильный сахар, по 65 граммов просеянной муки и кукурузного крахмала, 2 сырых желтка и вливаем 1 литр молока. Все хорошо перемешиваем. Отправляем кастрюлю на плиту и, не прекращая мешать, завариваем кофейный крем. Как только молоко нагреется, кофе сразу же растворится. На среднем огне доводим крем до кипения, убавляем нагрев на минимальный и еще пару минут провариваем до густоты. При варке подобного крема многие совершают ошибку и слишком рано снимают кастрюлю с огня. А ведь сначала заваривается крахмал. В этот момент крем больше похож на кисель. И лишь спустя некоторое время, когда заварится мука и крем приобретет густую консистенцию, вот тогда он будет полностью готов. Вы даже почувствуете это, его станет тяжело мешать. Выключаем плиту, добавляем в кастрюлю 50 граммов сливочного масла и хорошо перемешиваем, пока оно полностью растает. Вот такой густой глянцевый крем должен получиться. Итак, друзья, корж практически остыл, крем еще горячий, и сейчас приготовим заливку для коржа. В 200 граммов горячего, но не кипящего молока всыпаем чайную ложку сахара и 2 чайные ложки растворимого кофе. Перемешиваем, пока он растворится в молоке, и заливаем корж этой ароматной пропиткой. Как только молоко полностью впитается, сразу же выливаем на корж еще горячий кофейный крем. Равномерно его распределяем.
Отправляем форму на холод до полного остывания и только потом приступаем к взбиванию сливок. Нам понадобятся очень холодные сливки жирностью не менее 33%. У меня сегодня 35%. Выливаем в чашу миксера 400 мл сливок и на средних оборотах взбиваем до мягкой нежной пены. Затем всыпаем 40 граммов сахарной пудры, у меня апельсиновая, и взбиваем сливки еще некоторое время до получения крепкого сливочного крема. Если вам интересно, как я готовлю апельсиновую пудру, ссылочку на это видео вы найдете в описании. Сливочный крем готов, и теперь остается до конца собрать и украсить наш шоколадно-кофейный десерт. Приносим форму из холодильника и выкладываем поверх застывшего заварного крема взбитые сливки. Равномерно их распределяем и выравниваем поверхность. Теперь дайте волю вашей фантазии и украсьте его так, как пожелает ваша душа. Я украшу растопленным шоколадом и ягодами малины. 40 граммов измельченного горького шоколада высыпаем в маленький одноразовый кондитерский мешок, плотно завязываем и отправляем в микроволновку, чтобы его растопить. Делаем это бережно, импульсами по 20-30 секунд. Шоколад можно также растопить на водяной бане или опустить этот пакет в горячую воду. Перед тем, как украсить десерт, разрезаем его на необходимое количество кусков. У меня в этот раз будет 20 пирожных размером 6 на 7 сантиметров и высотой 5,5 сантиметров. На каждый отдельный кусочек наносим тонкой струйкой растопленный шоколад. На холодном десерте он моментально застывает. Остается добавить по ягодке малины, и можно всех звать к столу. В качестве украшения используйте любые орехи, фрукты, ягоды, дольки мармелада, шоколадную или кокосовую стружку, листики мяты и так далее. Вот такой мягкий, нежный и очень ароматный десерт у нас получился. Я надеюсь, что это тающее во рту лакомство доставит вам истинное удовольствие. Готовьте на радость себе и своим близким. Желаю вам приятного аппетита. Друзья, не забывайте оценить видео, если оно вам понравилось. Спасибо, что делитесь моими рецептами и оставляете свои комментарии. Если вы впервые на канале Коллекция рецептов, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть плейлисты, торты и десерты. Посмотрите, кому интересно. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых рецептов.